Всем привет, друзья! Сегодня хочу показать, как я готовлю штрулли. Штрулли сегодня я буду готовить на дрожжевом тесте. Такой вид штрулли очень любят в моей семье. Вначале я должна приготовить тесто. Для этого в чашу наливаю 250 мл горячей воды, 250 мл молока, 2 чайные ложки соли, 2 столовые ложки сухих дрожжей, 1 столовая ложка сахара. Затем добавляю 800 грамм муки и начинаю замешивать тесто. Муки может уйти больше, так как мы должны довести тесто до такого состояния, чтобы оно не прилипало к рукам. Ее обязательно нужно заранее просеять. Далее добавляю 4 столовые ложки подсолнечного масла и всю оставшуюся муку и замешиваю тесто. Домесив тесто, оставляю его отдыхать на 40 минут, накрыв салфеткой. А тем временем приготовлю мясо и овощи. Сегодня штрулли я буду готовить с куриными бедрышками. Их хорошо промою и разделю пополам. Килограмм картофеля почистила, помыла и нарезала на крупные дольки. Большую морковь натерла на крупной терке. 3 мелкие луковицы порезала на полукольца. Нарезала соломкой половину кочана капусты. Прошло 40 минут, мое тесто отдохнуло, теперь нужно его немного обмять. Накрыть снова салфеткой и поставить отдыхать на 20 минут. Одну головку чеснока почистила, помыла, 2 зубчика уйдет у меня к овощам, остальное начинку на штрулли. Основную часть чеснока измельчила под прессом, добавлю зелень замороженную. Здесь у меня петрушка, укроп, лук нарезанный мелко. Все перемешаю и подготовлю для начинки. А тем временем включила плиту, поставила казанок и начинаю обжаривать лук на растительном масле. Как только лук немного поджарился, отправляю к нему мясо. Добавляю 2 чайные ложки соли и все хорошо перемешиваю. Минут через 5 добавляю морковь. Все перемешаю и буду тушить в течение 15 минут. А тем временем займусь тестом, которое у меня уже подошло. Переложу его на стол, немного с ним поработаю и начну раскатывать тесто в пласт. Чтобы легче было его раскатывать, разделю на 2 части.
Раскатав пласт, смажу его подсолнечным маслом и распределю по всей поверхности чеснок и зелень. Затем сверну тесто в рулет. Края рулета, немного придавив руками, слеплю. Полученный рулет разделю на части размером около 4 сантиметров. Второй рулет я сделаю без начинки, так как у нас в семье не все любят чеснок и зелень. После того, как разделила рулет на части, опускаю его швом вниз на стол и рукояткой ножа проделываю углубление поперек и вдоль, чтобы получилось у нас красивые штрудели. И так проделываю со всеми частями штрудели. Так выглядят штрудели с начинкой. Оставлю их на столе отдыхать еще 10 минут. А тем временем к мясу отправила красный черный перец, 3 лавровых листа, чеснок и капусту и поставила тушиться на 15 минут. Через 15 минут добавила картофель, посолила 2 чайными ложками соли, добавила холодной воды, буквально чуть-чуть, и перемешала картошку, чтобы растворить соль. Сверху картошки укладываю штрудели на расстоянии друг от друга, так как они будут еще расти. Закрываю крышку и тушу 40 минут. Прошло 40 минут, штрудели готово. Выложила вначале мясо, сверху овощи и сверху штрудели. Выглядит аппетитно. Сейчас посмотрим, как они получились внутри. Такое тесто получилось у меня в разрезе. Пышное, вкусное, с ароматом чеснока и зелени. Мясо прожарилось, овощи протушились, получилось вкусно. Всем приятного аппетита!